Всем привет! Базируясь на информации о персонаже из последнего бета-теста, я сделал этот гайд для тех, кто будет стараться получить лоча. Преимущества данного персонажа заключаются в способности восстанавливать здоровье как активным навыком, так и пассивно. Без использования очков умений. Это происходит в следующих случаях, когда здоровье союзника падает до 50% или ниже, а также когда союзник атакует противника при активации магического круга. К тому же, он способен снять одно усиление сверхспособностью с каждой вражеской цели, что является особенно полезным при прохождении виртуальной вселенной или зала забвения. Помимо своих исцеляющих свойств, персонаж также может наносить урон по области своим ультимейтом. Хотя проценты урона не так высоки, как у некоторых других персонажей, целители обычно могут наносить урон только базовой атакой, что делает этого персонажа более универсальным. У него также есть мощная способность задерживать действия врагов и замедлять их, что сочетается с его уроном по области и создает эффективную комбинацию против группы противников. Он отлично работает в паре с персонажами, у которых есть бонусные атаки. Исцеление от магического круга активируется при совершении ударов, включая последующие, что позволяет использовать эту способность с другими персонажами, имеющими бонусные атаки. Исцеление и урон от ультимейта зависят от силы атаки, что делает подбор характеристик проще. Достаточно сконцентрироваться на атаке, чтобы получить стабильное исцеление и приемлемый урон от ульты. Кроме того, когда срабатывает эффект навыка «Очищающее воскрешение», персонаж может снять с союзника один дебаф. Тем не менее, у него есть некоторые недостатки. Он менее эффективен в моментальном исцелении из-за того, что его единственный активный исцеляющий навык требует времени для применения. В отличие от других персонажей, у которых основной набор навыков направлен на мгновенное исцеление или на исцеление при HP ниже 50%, этот персонаж может снять дебаф с союзника только при падении его здоровья до 50% или ниже. В то время как некоторые другие персонажи, например, Наташа и Март 7, могут снять дебаф, просто активируя свой навык. Некоторые противники обладают усилениями, которые нельзя уничтожить, что не позволяет использовать сверхспособность постоянно. Также стоит отметить, что поскольку этот персонаж исцеляет от силы атаки, а не от HP, он становится более уязвимым для получения урона. Однако это частично компенсируется улучшением характеристик HP и защиты или сабстатов в реликвиях. Наконец, у него нет способности исцелять всю команду массово. Он способен постепенно восстанавливать здоровье всей команды только при условии прокачки следа освещенной и нанесения противнику урона во время действия магического круга. Лучшие световые конусы для лоча. Эхо из гроба. Уникальное оружие лочи, соответствующее его стилю игры, улучшает исцеление, увеличивает урон и позволяет восстанавливать энергию при убийстве врагов. Активация ультимейта увеличивает скорость союзников. Время никого не ждет. Оружие, усиливающее исходящее исцеление, повышающее выживаемость с помощью дополнительных очков здоровья и увеличивающее силу атаки конуса благодаря высокому базовому урону. Беседа после операции. Ультимейт лочи имеет низкую стоимость энергии, благодаря бонусу к восстановлению энергии она может чаще активировать свою суперспособность, наносящую массовый урон и снимающую с врагов их баффы, а также предоставляющую уровень «Цветок бездны». Общее чувство. Исцеление лочи не зависит от условий, и после применения навыка конус позволяет восстанавливать энергию всей команде. Идеальное время. Повышение сопротивляемости эффектам полезно для лочи, у которого есть проблемы с выживаемостью, и сочетается с его способностью «Сквозь долину», которая дает шанс избежать контрол. Сопротивление эффектам также увеличивает исходящее исцеление. Равноценный обмен. Бесплатный конус, который помогает союзникам быстрее восстанавливать энергию, особенно если имеет 5 уровней пробуждения. Рог изобилия. Оружие, обеспечивающее значительный бонус к исцелению, который можно увеличить до 24%. Легко прокачивается до уровня R5 и хорошо сочетается с частым использованием способностей лочи.
Размножение. Следует использовать только в случае отсутствия других вариантов, позволяет продвигаться вперед после базовой атаки и использовать навык немного раньше. Лучшие реликвии. Скиталец блуждающего облака. Этот набор реликвий для Лочи считается одним из лучших, так как он повышает эффективность исцеления и предоставляет дополнительное очко навыков в начале боя. Он будет полезно как для основного ДД, так и для самого героя. Стрелок дикой пшеницы. Оказывается на похожем уровне с скитальцем благодаря бонусу к силе атаки и скорости, которые являются важными характеристиками. И если нет полных комплектов, оптимальным вариантом будет комбинация из двух частей данных сетов. В случае отсутствия ранее рассмотренных наборов, вор падающего метеора можно рассмотреть как альтернативу. Поскольку у Лочи ульта наносит урон по области, есть вероятность пробить уязвимость цели. Это позволит усилить эффект мнимого пробития, задержать действия врагов и уменьшить их скорость. Возможно сочетание реликвий, используя по две части каждой. Одной из лучших комбинаций для улучшения исцеления является 2 штуки: скиталец блуждающего облака, дополнительное исходящее исцеление плюс 10%, в сочетании с 2 штуками стрелок дикой пшеницы, бонус к силе атаки плюс 12%. Планарные украшения. Запечатывающая космос станция. Является самым оптимальным выбором среди планарных украшений для Лочи, благодаря бонусу к силе атаки. Поскольку Лочи способен разогнать скорость до 120 эт, это позволяет получить дополнительный бонус. Однако 12% усиления также будет очень полезным. В случае отсутствия предыдущего сета рекомендуется использовать украшение «Живой ванвак» для восстановления энергии. Это особенно полезно, если выбрана характеристика силы атаки в соединительной веревке, чтобы достичь баланса между характеристиками. Флот нестареющих предоставляет бонус к здоровью Лочи, который сам по себе может показаться не особо важным. Однако он делает персонажа более живучим и повышает его выживаемость. Кроме того, при наличии 120 единиц скорости, Лоча может усилить силу атаки всей команды. Этот эффект отлично сочетается с умением первого эйдолона, которое увеличивает атаку союзников на 20%. Команды для Лоча. Лоча является желанным союзником в любой команде благодаря своим целительным способностям. Однако есть несколько аспектов, которые делают его идеальным выбором для определенных типов персонажей. 1. Пассивный хил, который активируется при атаках союзников, хорошо сочетается с персонажами, которые основаны на бонус-атаках. Это означает, что Лоча будет эффективно лечить союзников, когда они атакуют врагов. 2. Эффект навыка, срабатывающий при снижении здоровья членов команды до 50%, будет полезен для героев, которые жертвуют своим здоровьем для повышения урона. Лоча сможет оказывать дополнительное исцеление и поддерживать таких союзников на поле боя. Таким образом, Лоча идеально подходит для команд, в которых есть персонажи, использующие бонус атаки, и герои, жертвующие своим здоровьем для повышения урона. Как играть за Лочу? 1. В начале боя используйте технику «Милосердие дурака», чтобы мгновенно активировать талант «Круговорот жизни» и создать магический круг. Это пассивно исцеляет союзников, когда они атакуют врагов. 2. Когда приходит очередь Лочи, используйте навык «Молитва цветка бездны» на союзнике с наименьшим количеством здоровья, чтобы исцелить его и получить 1 уровень цветка бездны. Если очков навыков остается менее 1, а здоровье не сильно снизилось, лучше использовать базовую атаку для восстановления очков навыков. 3. Если у вас накопилось достаточно энергии до следующего хода, используйте сверхспособность «Желание смерти», чтобы нанести мнимый урон всем врагам, снять их усиление, если есть, и получить еще 1 уровень цветка бездны. 4. При достижении 2 уровней цветка бездны создается магический круг. Когда любой член команды атакует врага, находящегося в этом круге, он мгновенно исцеляется на определенное количество здоровья. Если у Лочи есть след «Освященный», то также исцеляются остальные союзники. 5. В зависимости от ситуации на поле боя,
используйте навык дважды или комбинируйте навык и сверхспособность, чтобы магический круг был постоянно присутствующим на арене. Поскольку у Лочи только один активный навык и нет ультимейта для эффективной атаки, это позволяет более эффективно и последовательно исцелять союзников. 6. Лочи является саппортом, специализирующимся на исцелении союзников. Он отличается от других персонажей пути изобилия тем, что сосредоточен на постепенном лечении благодаря механике магического круга, который исцеляет союзников при их атаке. Кроме того, Лочи способен наносить урон по области, зависящей от силы атаки, что также облегчает его сборку и делает его универсальным в любом отряде. 7. Хотя Лочи не обладает ультимейтом, способным эффективно атаковать, его мгновенное исцеление всех союзников делает его актуальным и ценным для любого отряда. Особенно в определенных ситуациях этот тип исцеления может стать крайне полезным и востребованным. Всем большое спасибо за просмотр. Поставьте лайк и нажмите на колокольчик, если этого еще не сделал. Еще раз спасибо, увидимся в других видео.